Деньги здесь висят вот в воздухе, и Яндексе заказывают не в угоду Uber. Это конфиденциальные цифры. В космосе, да. Или на Бали. Приветствую вас, дорогие слушатели канала BeHomes. Сегодня у нас в гостях потрясающий гость Антон Москалев. Привет. Да. Привет. Спасибо большое, что пришел к нам Да, в тебе гости. спасибо, что пригласил. Я всегда за то, чтобы поговорить с интересными людьми. Как бы у нас с тобой много схожего. И сфера недвижимости, и сфера IT. Поэтому я с удовольствием с тобой пообщаюсь, подискутирую на эту тему. Надеюсь, что диалог будет действительно интересным. Да, супер, спасибо. Хочется начать немножко издалека. Насколько я знаю, ты здесь уже больше 7 лет, да, то есть в Эмиратах. Ну, почти, можно сказать так. На самом деле, эта история, она, знаешь, как бы и правда, и неправда. На протяжении 8 лет я приезжаю в эту страну, сознательно накапливаю здесь какой-либо опыт и понимаю, что я здесь буду оставаться в какой-то момент, когда мне позволят обстоятельства. То есть просто тот период времени, он связан с некими ограничениями в моей жизни. Именно с точки зрения, я тогда находился в законодательном органе в своей области. И, собственно, я сюда мог приезжать только как на отдых. Я не мог вести бизнес, я не мог открывать компании, не мог открывать банковские счета, и это была такая вот регуляторика, да, которая у нас введена. И, соответственно, я понимал, что у меня срок полномочий до 2021 года, до сентября, я сам по жизни бизнесовый, моя деятельность, она не связана с зарплатами, с бюджетными средствами, да, это законодательный орган, где ты просто представитель определенной группы населения. Это было, по-моему, на 250 тысяч человек, как бы один представитель. Два. И, соответственно, вот так это и складывалось. Поэтому я могу сказать, что 8 лет я здесь. Нетворк, который здесь расширялся за это время, то, что я здесь видел, и то, что меня привлекало в этой стране, оно складывалось и формировалось на протяжении этого периода времени. А основательно я сюда приехал в ноябре как раз 21-го. До всех событий мировых, да, в этот момент я сюда прилетел с семьей, остался. Потом начался февраль, у меня в России коммерческая недвижимость, и мне пришлось вернуться, сделать ряд каких-то действий определенных, и потом я уже вылетел и опять остался на ПМЖ. И занимался, собственно, сетапом бизнеса здесь. Да, слушай, интересно. То есть ты вот говоришь, что старт, да, то есть твоей жизни в России был связан в основном с законодательной деятельностью, но при этом, да, был большой класс времени, работы, уделенный именно коммерческой недвижимости. А можешь вот об этом рассказать подробнее, пожалуйста? Да, я не скажу, что основной пласт был связан с законодательной деятельностью, да, на самом деле начинал я как бизнесмен, у меня были какие-то ряды бизнесов, в какой-то момент было турагентство, в какой-то момент были интернет-клубы, это совсем детство, это даже в какой-то момент я еще даже не мог вообще заниматься бизнесом, это 14-15 лет. Вот с этого момента уже что-то начиналось, мы что-то делали, что-то предпринимали, наверное, как все мальчишки и ребята в то время где-то по провинциальным городам и так далее. Вот, и это было на самом деле интересно, и ты каждый раз, естественно, понимал что-то новое. Потом какой-то был период, где ты пытаешься себя самореализовать, и ты уже достаточно вроде взрослый, и идешь на какие-то подвиги. Как говорится, пришел, увидел, понял и ушел. Да? Победил, то есть, да. Собственно, у кого как. То есть я не шел побеждать, я шел сознательно, я думал, что я иду что-то улучшать. Я понимаю, что это сложная модель, которую можно улучшать, но это очень сложно. То есть этому надо себя прям посвятить. И в этом амплуа жить достаточно долгий период времени и финальную точку какую-то для себя ставить. Для меня, наверное, вот осознание того, куда я могу в финале прийти в этой деятельности, она несколько была иной, чем я видел. И я понял, что да, мне проще менять вектор. У меня, знаешь, даже где-то в Инстаграме есть you can play the game, or you can change the game. Да? Ты можешь играть в игру, а можешь ее сменить. Вот я за то, чтобы менять по жизни, потому что на самом деле нас никто не ограничивает. Нас никто не подталкивает на то, чтобы мы жили в одном каком-то ключе. Мы можем тестить, и от количества АБ-тестирования тебе, как человеку, связанному с IT, ты прекрасно знаешь, ты формируешь идеальный продукт. Вот я хочу сформировать идеальный продукт своей жизни. Вот именно в этом ключе я постоянно трачу ресурсы, обжигаюсь на чем-то, доверяю людям, не рублю никогда в квадрат, потому что считаю, что лично мое предназначение, находить, наверное, тех людей, которые мне в жизни интересны. И я считаю это суперценным. И именно так жизнь будет наполнена интересными событиями, интересными людьми. И, собственно, все остальное, о чем ты мечтаешь, оно у тебя в любом случае будет и визуализируется, и в конечном итоге воплотится в жизнь.
Если вокруг тебя сильная, хорошая там команда, друзья, окружение, которое как бы точно так же, как и ты, развивается и видит что-то стратегическое. Да, и вот с этой точки зрения Дубай мне супер нравится. Я чуть ушел от твоего вопроса, но я сейчас как бы вернусь чуть дальше. Дубай мне очень нравится, потому что здесь очень многое можно улучшать. Да? Вот какая-то огромная площадка для игр, целая экосистема, интересная, и ты приходишь, и ты видишь, можно улучшить это, можно улучшить то, можно это. И человек с критическим мышлением начинает как бы искать способы для заработка. То есть вот меня привлекало именно в этой стране. Деньги здесь висят вот в воздухе, и ты можешь совершенно спокойно сейчас себе снять какую-то часть. И, собственно, каждый день мы это и пытаемся делать. И это реально, и это возможно. Ну, какой-то определенный путь и какие-то определенные действия вознаграждаются. И это вот примечательно. Да? Ты видишь прекрасно, как вокруг тебя здесь есть люди, которые, ну, действительно, какую-то имеют активную такую жизненную позицию с бизнесовой стороны, как-то очень активно заходят на рынок, и ты видишь, что у них получается. И вот это здорово, потому что, ну, там, где я до этого присутствовал в каких-то там городах и странах, будь то какая-либо из этих стран, то есть и мне в любом случае я не понимал модель достижения успеха. Результата, да. Ты ее не понимаешь, как бы, ну, точнее, не так. Ты ее четко понимаешь, но ты так не хочешь. И как бы, тут все-таки получается, что есть такое бизнесовое сообщество, как по принципу там у Гугла. Вот они формировали свой там кампус, да, и хотели вот они, чтобы это было вот по принципу этого кампуса, и чтобы люди были такие же. Ну и здесь, наверное, как-то отчасти приезжают люди, которые вот хотят заниматься бизнесом, концентрируются на семье, на каком-то своем лайфстайле, да, и заниматься именно бизнесом. Вот для этих целей страна идеальная и, наверное, как бы одна из лучших. А что касается меня и недвижимости в России, это был, наверное, 13-14 год. С того момента это, по-моему, вот формирование магнитов, пятерочек и так далее, и как бы такой суперинтересный арендный бизнес. Я думаю, многие как бы из тех, кто нас может посмотреть, то есть это люди в основном, и те, кто интересуется на сегодняшний день недвижимостью здесь. У многих есть активы, вложенные в российскую недвижимость или там в других каких-то странах СНГ, и они, соответственно, на этом зарабатывают аренду. Да? Очень такой интересный бизнес, когда ты, в принципе, мало управляешь им, и в то же время гарантированный какой-то стабильный доход, который к тебе приходит. Хорошая, качественная инвестиция, да, которая в долгую работает на тебя, при этом сохраняя как бы основной портфель твой. Я тоже так думал. Я на самом деле тоже так думал, но я тебе просто как бы как это выглядит с моей стороны. Ты же, какой бы ты умный ни был, есть вещи в жизни, которые ты понимаешь, когда наступает какой-то определенный момент. В моем случае, допустим, с детьми так. Ты вроде и в 20 лет мог осознать, что ты будешь там папой, отцом, что ты уже достаточно взрослый, чтобы у тебя был уже ребенок, там, а в 25 ему 5, а в 30 ему там уже 10, да. Но ты не осознаешь этих вещей, пока ты в какой-то момент не услышишь от своего ребенка вот слово «папа», и не вспомнишь, как ты с папой своим гулял, допустим, по парку, и увидишь еще фотографию, которая у тебя дома стоит, где ты смотришь твоему отцу там 23-25 лет, а выглядит он для тебя, и ты его помнишь в том времени, как будто это такой взрослый мужчина, да, знаешь, ты их боялся, они там все взрослые. Вот эта история. И таких же ровным счетом много по жизни, которые тебе просто вот объясняют со временем или с моментом с каким-то. Вот то же самое с рублем и с бизнесом на рантье, я бы так сказал, да, в Российской Федерации. То есть, как я понимаю, это работает, когда ты очень хорошо кредитуешься за счет инфляции, за счет как бы ослабления курса рубля. Это становится супервыгодным, если ты в моменте аккумулируешь какую-то массу денежных средств, выводишь ее или выводил в тот момент там, за рубеж, вкладывал какие-то активы и сидел в твердой валюте. В моем случае, так как какая-то self-made история всегда присутствовала, и это всегда было на свое, и это было как-то прям вот в рамках, да, бюджета, и где-то это кредитные средства, там заемные средства, никогда не оставалось вот отложить и конвертировать, как бы у тебя всегда все уходило обратно. То есть либо ты развивал, либо ты достраивал что-то, либо ты что-то еще приобретал и шел по этому пути. Пока не случился ковид, и в какой-то момент я своим приятелем, который там 8 лет назад, так же как я начинал строить там первый магазин и вкладывать туда, он, соответственно, приобретал квартиру за границей. Так и ты, я считал, что это роскошь. И я считал, что я делаю правильную историю. Я вкладываю все-таки в основной какой-то бизнес, с которым я с каким-то бизнес-активом хочу идти дальше.
Я не рассчитал и не угадал в двух плоскостях. То есть, ну, во-первых, провинциальные города, коих у нас все-таки там будет сейчас 99% как бы всех, кому это может быть интересно и близко, там не растет капитализация. Там она наоборот как бы у тебя падает за счет того, что ослабевает курс. Да. Ты в долларе постоянно теряешь. Если вот это все кратно помножить, у тебя вообще катастрофические убытки. То есть вот на момент там, 2019 года, когда мы с моим другом разговаривали, он покупал квартиру там, за 5 миллионов рублей. Миллион рублей он отдал 4 в кредит. Она тогда стоила 160 тысяч евро. За, вот, с 2013 до 2019 за 6 лет она стала стоить 200 тысяч евро, что совершенно нормальный как бы такой, знаешь, 6-7% рост в год, как бы закрылся район, там поставили шлагбаумы, какая-то private территория образовалась, там частный пляж, вот она чуть поднялась в цене, а евро стал стоить вместо там 36, там, или не знаю, 40, может быть, в тот момент, стал стоить 85. И вот, пожалуйста, история, да. И я в тот же момент, вложив 400 тысяч долларов в строительство первого магазина, рассчитывая на доходность в 10 тысяч долларов в месяц, имея окупаемость 40 месяцев, в принципе, считал супервыгодными вложениями. Да. Что по факту? Через 2 года меняется курс. Ты имеешь из 10 тысяч долларов дохода 5 тысяч долларов, а капитализация твоя просто рухнула. Ну, не рухнула, но в 2 раза. В 2 раза, да. В 2 раза. Упала, сократилась. Ну, вот и все. Но если ты считаешь тут в 2 раза, долларах, там в 2 раза. Так, а как еще считать? Да. То есть мы в любом случае привязаны. Я вот за последнее время, сколько мы там не рассказываем про какую-то инфляцию, там у себя в Телеграм-канале, вот то, о чем вещаем, да. Понятно одно, там доллар в 1992 году, $1 000 000, и $1 000 000, вернее, это $2 миллиона в 2022. То есть за 30 лет люди потеряли 50% своего капитала в долларе. А доллар к рублю шагал там от 6 до 100. Да. И вот, собственно, мультипликатор такой. Перемножаем и получаем как бы историю. Где же деньги-то? Да вот они все тут и потерялись. И поэтому эта история, она была для меня какой-то вот примечательной. Но, опять же, я почему просто говорю, я мог, наверное, в тот момент прекрасно это для себя осознать. Понять, что история как бы рубля, и, точнее, даже не история его, а просто его финмодель. Но она такая. Она заложена. Она никуда не уйдет, она никогда не изменится, она будет такой. И мне и сейчас, знаешь, интересно, когда мы на тему, а будет ли доллар по 150, а будет ли доллар по 200, и будет ли доллар по 500, мне прям смешно. А как может быть по-другому-то? Кто-то по-другому когда-то видел? То есть, ну, потенциально может доллар исчезнуть. Потенциально, не знаю, рубль можно как-то превратить там, в какую-то другую валюту там, или в криптотокен, обеспеченный золотом. Я не знаю, как-то это все сформировать. Но это те вещи, на которые мы не влияем, и мы здесь явно не угадаем. То есть мы только можем предполагать. Я сейчас предполагаю, что усиляться будет там Объединенные Арабские Эмираты и вообще весь этот регион, ввиду того, что для меня это какой-то вот некий финансовый центр и столица, наверное, стран БРИКС. Вот это мне интересно, и именно поэтому, как бы, наверное, мы здесь выстраиваем как бы и бизнес, и смотрим сюда больше и больше. И первое, потому что страна изначально нравилась, ну и второе, потому что вот эта экономическая конъюнктура на сегодняшний день, она прям вот позволяет. Нет, я думаю, что на самом деле и российское правительство тоже видит большие перспективы в странах Ближнего Востока и активно поддерживает с ними дружественные отношения, то есть такие даже да тут даже не просто про страны Ближнего Востока, я бы просто сказал, что все страны БРИКС это участники одного процесса. Как, знаешь, недавно вот мне было удивительно, что многие как-то удивились, у нас президент страны приехал сюда, и как его встречали там, и так далее. И многие как-то так, почему вот так? Я это вообще не удивлен совершенно, потому что, да, и страна наша, и президент котируется как бы много где в этом мире. Разумеется. И есть люди, которые, вернее, страны, которые конфронтуют, и там, понимая историю, мы прекрасно знаем, какие это страны. И то, что мир на сегодняшний день стал двуполярным, и то, что, как, знаешь, эта фраза из политики «кровью помазанной» называется, да, вот когда уже ты не имеешь путь возврата. На самом деле ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, да, БРИКС. Я думаю, среди этих стран уже понятно. Может быть, кто-то попытается куда-то вильнуть, но все прекрасно понимают, что последствия со стороны как бы давления там, американского правительства, оно будет прям сиюминутное и понятное как бы в ближайшей перспективе. И поэтому они держатся вместе. И это здорово на самом деле, потому что я вообще за то, чтобы всегда была конкуренция. Вот как мы в своей стране росли, и предполагали, что конкуренция – это путь к нормальному там, оздоровлению общества, к развитию бизнеса и так далее. Вот так же я и тут смотрю.
Пока там однополярный мир, но мы все сегодня наблюдаем там события в мире, которые вообще никого не устраивают. Я думаю, ни одного здорового человека вот эти события устраивать не будут. И я так понимаю, вот эти страны объединяются как раз для того, чтобы этого просто не было. И не будет уже вот тех самых конфликтов, которые происходят, потому что как только появится второй центр силы, я думаю, быстро все угаснет. Сейчас везде полыхает именно из-за того, что одна страна все еще считает, что она может воздействовать очень сильно на все остальные. Да. Я прям за то, чтобы это максимально быстро прекратилось, и все зажили счастливо, да, как бы, и 100%. Занимались развитием как бы, бизнеса, своим воспитанием своих детей и так далее. Политики и государства есть со стороны именно политики и государства, они должны заниматься своим бременем, и я и их в этой части понимаю, потому что сидя в любом кабинете, в любом кресле, у тебя огромная куча проблем. И если ты решаешь проблемы внутри страны, это супер здорово. Когда ты отвлекаешься на внешний какой-то раздражитель, это мега плохо. Это то же самое, что вот мы сейчас с тобой пишем подкасты, кто-то бы нам сейчас со стороны пытался бы что-то вот шептать здесь. Да, и постоянно бы нам мешал. Вот я против вот этого и, конечно, вот за то, чтобы все как можно быстрее устаканилось. Потому что я вижу, как люди действительно очень сильно воспринимают все это. И на это действительно без слез не взглянешь, как бы на всю эту историю. И самое главное, что многие не понимают сути происходящих вещей. Дай бог, чтобы это скорее закончилось. Мы с тобой ушли немножко в сторону любимой страны, да, то есть давай чуть больше погрузимся лично в твою историю, да, то есть все-таки ты заметный человек в мире real estate, да, то есть здесь на локальном рынке, да. Я, знаешь, так не считаю на самом деле, но просто соцсети делают какое-то свое дело, хотя я бы сказал, наверное, что я этому совершенно не уделяю никакого внимания, если только где-то на старте мы как-то активничали, то на сегодняшний день, наверное, нет. Но, опять же, всему еще дорога. Да, но все-таки, если посмотреть вот так вот свысока, что такое на сегодняшний день Palladium Group? То есть можешь рассказать об этом подробнее, то есть вот про ключевые позиции, да, то есть в компании, которую вы развиваете? Конечно. Palladium Group была создана в мае 2022 года, наверное, в июне. То есть начала формироваться, пока мы открывали лицензии, пока мы открывали банковские счета и так далее. То есть вот это вот самое зарождение. Понятно, этому предшествовало еще там 3-4 месяца различных диалогов. То есть мы как бы объединялись несколькими интересантами как бы этих бизнес-процессов, как бы понимали с кого что и на каких как бы партнерских договоренностях мы едем дальше и развиваем всю эту историю. У нас есть медиапартнеры, у нас есть просто партнеры, ну и есть соучредители этих компаний. Соответственно, соучредителей у нас двое, и мы вдвоем как бы это бизнес-направление и развиваем. Palladium Realty – это брокер, который занимается продажей недвижимости. Я уверен, что как бы это у многих может вызывать, ну а как же еще? Да? Ну что же еще здесь делать? Но я на самом деле имею четкое понимание, как бы, почему так и почему мы пошли туда изначально. Вторая история, связанная с консалтингом, это релокация семьи, бизнеса, капитала там, и, в общем, всего, что с этим связано. То есть, вообще, наверное, глобальной целью у меня было сформировать какое-то комьюнити, и, опять же, просто это отдельный продукт, который надо продвигать и которым надо заниматься. Это, на самом деле, целое сложное направление. Но глобально мне хочется перезнакомиться с огромным количеством здесь людей, причем русскоговорящих, кто бы это ни был. У меня нет никому никаких антипатий, да, и наоборот только присутствует как бы такая симпатия к тому, что люди что-то пытаются делать хорошее, и пытаются делать на какой-то в другой стране. И мне хочется очень, чтобы это все объединялось. Я думаю, ты, наверное, знаешь прекрасно, индейцы. Да. Именно индейцы. Меня недавно поправили по телефону насчет, я выразился, индусы. Знаешь ли ты разницу между индусами? Это индуизм, те, кто исповедует индуизм, а индийцы – это как раз вот коренное население, ну, вообще нация, как бы всех. Да. И такая есть разница. И вот именно индийцы здесь, с моей точки зрения, как бы вот полнейший респект. Как люди сорганизовались. И причем я бы понял, знаешь, когда мы живем там в России, допустим, мы можем обсуждать, что вот армяне сплоченные, грузины сплоченные, чеченцы сплоченные. Вот все малые народы, или там от мала до велик, вот они все как бы, чем меньше, тем они сплоченнее. Это мы в масштабах вот России как бы так рассуждаем. А на самом-то деле вот индийцы, их там сколько? Да. И ничего, развиваются. И приди ты в любой банк здесь, пройди ты эти 7 кругов ада для открытия банковского счета, и ты поймешь, что они все заодно. И все они четко отыгрывают свой какой-то сценарий. И вот это меня как бы умиляет. Медицина здесь.
Вся медицина в Объединенных Арабских Эмиратах, практически вся под индийцами. Мгм. Даже, по-моему, существует какой-то негласный запрет на выдачу медицинских лицензий для граждан из этих стран. Вот мне бы хотелось, чтобы так здесь еще русских как бы узнали. И сейчас, слава богу, появляется огромное количество их знакомых там сервисов, там Яндекс все заказывают не в угоду Uber, да, там еще кто-то своих начинают как-то поддерживать. Вот это супер здорово, потому что я за, вот как бы, наверное, есть такое четкое определение этого диаспора, да, что это? Ну, это люди определенной нации на какой-то чужбине, да, сохраняют свои какие-то культурные местные традиции и, собственно, в этом ключе развивают это комьюнити. Вот это здорово. Поэтому вот глобальная такая задача, к которой я не приступил, но которую я пытаюсь реализовать, потому что вот те, кто меня знает и кто мне пишет, допустим, куда-то в личные сообщения, я встречаюсь всегда со всеми. Всегда со всеми стараюсь познакомиться, понять, кто они, что они, зачем они приехали, что они здесь делают, рассказать что-то о себе. Неважно, какого уровня этот будет человек, чем он занимается, идет он устраиваться на работу, либо он владелец бизнеса, либо это вообще какой-то супер там известный бизнесмен, который там вот приехал. Мне будет без разницы. Я встречусь с любым пообщаюсь, с кем-то на кофе, с кем-то на кальяне и так далее. То есть вот с удовольствием. Хорошо, поэтому то есть вот за это. Комьюнити, я так понимаю, это твой как бы такой объединяющий продукт, то есть комьюнити является продуктом холдинга группы компаний Palladium, да, который ты планируешь в дальнейшем Я бы так развивать, сказал, и вот в рамках вот этой парадигмы. Смысловое содержание, наполнение вот этого продукта, наверное, в этом. А продукт с точки зрения прибыли, с точки зрения стратегии развития и так далее, это точно не брокеридж, и это точно не консалтинг, то есть это создавалось как такое сайд-хастл направление, которое должно просто, руки, которые должны просто делать работу, которую необходимо делать. А основное, куда мы уходим и куда мы смотрим, это инвестиционная направленность, это формирование инвестиционного фонда, под то, чтобы здесь активно играть и именно играть капиталом. Хорошо, давай до этого дойдем. Вот, более глубже, то есть если рассмотреть конкретно сейчас два вот этих сегмента твоего бизнеса, да, то есть консалтинг, управление, соответственно, счетами, да, то есть помощь в релокации капитала, я так понимаю, это первое направление, которое было открыто. Нет, да, первое было сразу брокеридж недвижимость. В принципе, второе тоже в параллель как бы сразу же развивалось, было гораздо сложнее просто отстроить. Там огромная куча бизнес-процессов, и отсутствие регуляторики здесь. И это очень сложно. То есть ты когда думаешь, как же это вообще масштабируется, мы год учились открывать банковские счета. Да, вот Через год научились. Интересно, расскажи, пожалуйста, вот этот путь, потому что многие понимают, наверное, что покупка недвижимости, да, не дает там всех остальных преимуществ, да, то есть открытых счетов, возможности релоцировать капитал, это просто вложение, да, то есть в другую страну, да, хорошее вложение в другую. Не всегда. Зависит от партнера, да, с кем приобретаешь. Наверное, да. Вот. Но все-таки вторая часть, да, то есть по, соответственно, релокации капитала и, в принципе, создание себе здесь нового портфолио, это как раз-таки вот по второй части компании, консалтинг, да, то есть помощь в получении ВНЖ, открытие счета. Вот можешь рассказать подробнее основы, да, то есть как вы помогаете людям здесь в этом вопросе и для чего им это пригодится в дальнейшем при покупке недвижимости, потому что это все-таки вещи, которые друг с другом совместимы. Глобально они просто все очень сильно взаимосвязаны. Поэтому и была идея создавать изначально вот этот one-stop-shop, который впоследствии будет обслуживать основной бизнес, это инвестиционный фонд. Поэтому, что касается консалтинга, открытие банковских счетов. Нужно ли людям, которые здесь купили недвижимость? Конечно, нужно. Во-первых, в наших реалиях вообще хранение там какой-либо валюты у нас на счетах в какой-то момент облагалось там 1% в месяц. Я не знаю, к сожалению, как сейчас, не слежу за этим, но уже было понятно, что люди вынуждены выводить капитал из страны, да, и я уверен, что и государство имело именно своей целью спровоцировать именно эту историю, чтобы люди выходили из страны, потому что, опять же, если чуть отвлечься и как бы что этому предшествовало, я считаю, что история санкционная, как бы вся, которая в отношении России применялась, пытались разыграть сценарий там 91-х, там 92-х годов. Вот эти пустые прилавки, куча наличности у тебя в кармане, долларовой массы, и ты идешь все скупать. Доллар растет просто в небеса, и, соответственно, у людей огромная масса денег, а купить нечего. Вот это пытались разыграть там внешние силы.
Что сделало как бы наше правительство с полным пониманием происходящих событий? А вот, пожалуйста, вот вам коридор, вот, ребят, страны, в которые вы можете выходить. Здесь у нас 1% теперь в месяц надо платить. Давайте-ка вы все пойдете со своим капиталом и спокойно вложите его туда и разместите его там, где как бы это надо. Потому что вот политическая составляющая, она сейчас такая. Плохо, это хорошо. Я вообще считаю, что очень здорово. Для многих это на самом деле будет сохранение капитала, и, в принципе, многие потом, наверное, кто не совсем стихийно приобретал какой-то продукт, поймут, что это еще и выгодно и супер интересно. Ну и как бы в целом ОАЭ развивается, Турция, наверное, развивается как-то, Бали даже развивается на сегодняшний день. Я смотрю, вот здесь постоянно проходят сейчас форумы как бы по Бали и тоже привлекают людей к инвестициям. Поэтому, ну, интересно, нормально, и why not, как говорится, почему нет, развивается. Вот, поэтому, что касается вот этих направлений, они смежные, они как бы все созданы для того, чтобы обслуживать как раз интересы вот зашедших на рынок людей. Резидентскую визу нужно оформить, чтобы открыть банковский счет, потому что без резидентской визы банковский счет открыть можно. Но это очень проблематично в будущем. Как только ты туда первый $1 положил, вот одна определенная нация, которую я уже обозначал, но не буду повторять, чтобы на них пальцем не показывать, то есть не исключено, что вдруг создаст проблему. Или банковский комплайнс сойдет с ума, а здесь он всю жизнь был такой, и это не как бы после 2022 года здесь так стало, да всегда здесь так было. Не всегда было сложно открыть банковский счет. Такой... В общем, тут вопрос даже в том, что, то есть, понятно, сложность в открытии счета, да, но больше даже, то есть, управление этим счетом в дальнейшем, потому что ничего не гарантирует тебе твои $100 000, которые ты положил на счет, вот. На свой, что ты их потом оттуда заберешь, если вначале не сделано все правильно, да? Ну, вот на самом деле, как бы, да, оно, опять же, чуть так и чуть не так, здесь во всем так. Приобретая недвижимость, ты должен четко понимать, когда ты из нее выходишь. Зачем ты в нее заходишь, какой доход ты хочешь от нее получить и в виде чего-то, месячного платежа, либо прирост капитализации и так далее. Вот это супер важно. Очень часто на это вообще, ну, наверное, я так скажу, 95% клиентов эти вопросы обходят стороной, и на вопрос бюджета они считают, что ты спрашиваешь, сколько у них денег в кармане, на вопрос, когда выход, они как бы начинают еще себе какие-то аллегории там проводить. То есть на самом деле... Все эти вопросы задаются как раз для того, чтобы максимально под них сделать хороший продукт и угадать с их желаниями. То есть, ну что там будет, грубо говоря, человек со средним чеком там, в $300 000, и он скажет, я хочу доходную недвижимость. Ну, доходность на уровне 6-7% годовых. Да? Ну, вот 6% от 300 000, сколько это будет? Ну, опять возьмем для простоты счета, там, 20-я часть, $1500 в месяц. И вот ты ему этот вопрос задаешь по телефону, как бы вас устроит $1500 в месяц? И он говорит, а нет. То есть, есть какая-то картинка, которую он себе нарисовал, а есть реалии. Задача, по сути, этого бизнеса как раз эти реалии показать, чтобы люди потом не обжигались, не дули на молоко и понимали, это такой же актив, рабочий инструмент, как и любой другой. Только по мне даже еще более выгодный, чем какой-нибудь фондовый рынок там, и так далее. Потому что там вообще не понимаешь, куда ты вкладываешь, куда это тратится и за счет чего это раздувается. То есть здесь ты на самом деле понимаешь как бы коэффициент миграции, ипотечные ставки, и все более-менее как бы приятно и понятно. Очень ну и по крайней мере это можно прийти, потрогать, в этом пожить, и еще и полюбоваться там видом каким-то на морскую гладь. Это очень круто, что ты затронул тему mortgage, да, ипотеки здесь. Давай к ней вернемся таким там этапом 2.2. Вот, расскажи сейчас детальней, пожалуйста, про саму структуру компании твоей Real Estate, да, Palladium Realty. То есть, в чем ее сейчас основной фокус, да? То есть, недвижимость все-таки в широком понимании это там много различных секторов, да, вот мы, например, для себя выявили, что сейчас это off-plan, secondary, long rent, да, то есть short rent и так далее, то есть что это, 4 таких основные класса бизнеса здесь, которые развиваются, да, в Эмиратах. Вот на каких фокусах сосредоточены непосредственно вы сейчас и, то есть как вы с ними работаете? Все, что ты говоришь, мне понятно, но, конечно, мы на этом не сосредотачиваемся, потому что я сторонник создания какого-либо продукта. Ты создаешь IT-продукт, да. Я тоже пытаюсь это сделать. Мы с тобой в какую-то передачу, я думаю, посвятим именно этому. Я с тобой поделюсь там с теми наработками, которые у меня есть, а может уже реализация готового продукта, и мы посмотрим, к чему как бы мы придем. Я на самом деле считаю, что в любом случае мое будущее будет связано только с этим. И мы с тобой уже как бы неоднократно на эту тему говорили, поэтому я так постепенно просто...
очень сложно сфокусироваться вот из этого забега, так называемого, да, потому что real estate бизнес, он очень жесткий. Жесткий в плане жизненных процессов, в плане отсутствия, наверное, нормального какого-то вот образа жизни, который тебе привычен, размеренного. То есть ты постоянно на каких-то телефонах, постоянно в каком-то раше, постоянно что-то должен решать. Вот. И мне это очень не нравится, мне в этом очень некомфортно. И, наверное, период развития компании в 1,5 года, он не позволяет себе ощутить более комфортно на сегодняшний день. Поэтому я всячески пытаюсь перейти к продукту. Опять же, уже проговорили, это инвестиционный фонд, в который мы будем, где мы будем играть как раз капиталом. Потому что на самом деле Дубай, он весь из таких анклавов. Когда здесь продают ИМАР или вот тут Дамаг, вот это все позиционируется на глобальном каком-то маркетинге, да, проводятся различные мероприятия, каждый там брокер где-то в каком-то углу, в каком-то своем инстаграме про это все рассказывает. А на рынке есть еще куча всего интересного. И вот эту кучу интересного просто никто не позиционирует. Так же, как отдельно взятую квартиру никто не рекламирует. Да? Так же, как отсутствие здесь платформы нормальной, которая бы генерировала хорошо как бы какой-то лид-ген, да, на который бы люди реально заходили и могли бы приобрести что-либо. Вот это вот все. И поэтому у меня глобальная задача – это все-таки создать какой-то собственный продукт, где мы не в рамках вот маржинальности какой-то установленной, там, причем регулируемой Цукербергом и Брином, да, с точки зрения Гугла, там, да, Инстаграма и Меты, они нам отмерили там вот определенный какой-то вот процент, и мы вот в этом проценте бьемся. То есть, с одной стороны, застройщик, с другой у тебя как бы Инстаграм, Фейсбук, и вот ты вот в рамках вот этого вот где-то плясать должен, и тут кто во что горазд. И тут, знаешь, самое, что плохое, и почему меня не устраивает это направление бизнеса вот в таком ключе и его масштабирование, именно с того, что невозможно делать хороший продукт на рынке, вот причем на таком, когда огромное количество конкуренции, маленькие, большие. Знаешь, есть в IT такое правило: никогда не лезь в категорию, где венчуры присутствуют. Там невозможно выжить просто, потому что против тебя жгут деньги. Эти жгут, эти завтра банкроты, эти завтра... Но тебе это ничем не помогает. Ты тоже вместе с ними утонешь послезавтра, потому что ты в параллель должен как-то выживать, кормить команду, разрабатывать продукт, идти с ними, а как бы они жгут венчурные деньги. И там как бы коэффициент, не знаю, там 100 жизней. Из них 99 там, скорее всего, потеряется. А у тебя она одна. И тебе нужно выбирать, как бы вот куда точно идти. Вот, наверное, с этой стороны мне вот такой вот брокериш и real estate, он не привлекает вот в этом ключе. Может, я что-то делаю неправильно. Смотри, тут надо просто пояснить, да, то есть проценты Facebook и Instagram для тебя, для человека, который в этом варится, это понятно, да, но для слушателей, возможно, нужно просто более широким языком это рассказать, да, то есть раскрывая маржинальность, да, то есть я так понимаю, что ты имел в виду сумма бюджета, да, на привлечение одного клиента, то есть что она сейчас довольно высокая, вот, это конфиденциальные цифры, мы не будем тебя спрашивать конкретно, сколько стоит готовый клиент. Но расскажи вот хотя бы просто для понимания, например, уровня компании, да, то есть у вас сейчас какое количество брокеров вообще в целом присутствует? И порядка 25 человек, наверное, на сегодняшний день работает. Честно, даже не смотрел это штатное расписание. Люди приходили, люди уходили. Часть сотрудников была нанята, приходил один человек на одно направление, как бы начал формировать, допустим, набрал там человек 5-6, с ними какой-то период провел времени и ушел. И вот масса как бы из, наверное, 25 человек, я бы отметил там порядка, наверное, 12-13 сильных как бы ребят, с которыми реально комфортно как бы работать и развиваться. И опять же, моя задача была не сделать механизм какой-то для зарабатывания денег. Я очень хотел за этот период времени и за будущее, которое как бы меня сейчас ждет, отобрать тех ребят, которые в будущем могут быть супер крутыми как бы менеджерами каких-то продуктов или проектов, да, или подпроектов. Нужны люди, которые вокруг себя могут сформировать команду и тащить это направление. Опять же, для того и с пониманием того, что брокер для меня не финальная история. Поэтому при наличии уже собственного продукта, понятно, огромное количество направлений, которыми интересно заниматься, не знаю, строительство вилл, строительство зданий, коллаборации с какими-то известными там те же самыми брендами, да, выкуп каких-то земельных участков, редевелопмент и так далее. Все, что связано с игрой вот именно капитала.
Потому что капитал все-таки, когда здесь играешь капиталом, тут у тебя на самом деле прям вот поле не паханое. И маржинальность тебе никто не регулирует, ты сам как бы устанавливаешь. Ну, пускай где-то тебя рынок регулирует, но в целом у тебя есть хороший запас, как бы, и особенно в Дубае. Вот это направление мне супер интересно нравится. Поэтому из ребят, из вот тех 25 человек, как я тебе сказал, 13, наверное, 12-13 тех, кого бы я отметил, и часть из них, наверное, прям больше, которые в будущем, да, наверное, встроятся вот в какие-то линии, и, собственно, уже будут в каком-то направлении работать. Я очень хочу, чтобы они тоже поменяли как бы свою судьбу, знаешь, какой-то вектор направленности, чуть шире посмотрели, потому что некоторые ребята прям вот супер классные, интересные, но не видят вот как бы шире того, что на сегодняшний день делают. Ну, пусть гадают теперь, кто из них вот эти 12-13 счастливчиков из 25. Я думаю, они догадываются и знают. Вот, хотя не знаю, не факт. Окей, то есть поэтому разобрались, да, то есть получается брокерская структура, да, для тебя, то есть насколько мы понимаем, это такая фундамент стартовый, да, с которого мы, по сути, формируете команду, да, то есть идете с этой командой в дальнейшем в будущее, Все да, верно. то есть, а вот касаемо фонда, то есть ты сегодня все время говоришь и отдаляешь всю эту историю, скоро будет отдаляюсь, фонд, да, скоро если будет фонд. время настало, мы можем как раз к ней подойти. На самом деле мы собираемся в ближайшее время все-таки закончить эту историю. Мы уже открыли Palladium Investment Holding DIFC. И с нашим партнером, с Евгением Борисовичем Коганом, так как он все-таки является таким инвестиционным гуру в Российской Федерации, да, и вообще там инвестбанкир, известный человек и профессор высшей школы экономики, мы с ним выстраиваем историю, которая касается фонда. Я думаю, что в ближайшее время мы с этой историей как бы закончим вот все структурные вещи юридические и поставим это уже на правильные рельсы. Но уже на сегодняшний день мы, в принципе, по этому пути пошли. Мы по чуть-чуть с этим работаем. Просто пока это больше такая точечная история с, так сказать, розничными инвесторами, да, или партнерами нашими, или друзьями, с которыми мы хорошо коммуницируем, определяемся, можем на берегу договориться, что конкретно мы делаем, куда мы вкладываем, с какими перспективами и ориентирами, и заходим в такие проекты, как бы, и начинаем какую-то работу. Но хотим поставить это на более как бы такие широкие рельсы. Слушай, интересно, фонд, ну знаешь, фонд это все-таки такая очень, инвестиционный фонд очень широкое понятие, то есть если все-таки придать ему какую-то структуру. Нет, да, это именно, в этом случае касается именно фонда недвижимости. Здесь под проекты, которые я в принципе вот сейчас проговорил. Это и земля, супервыгодный актив здесь, на этой территории, потому что по земле, не знаю, знаешь ли ты, какие цены здесь были, ну вот, к примеру, да, какая-нибудь Рас-эль-Хайма, которая сейчас анонсируется, буквально пару лет назад можно было земельный участок приобрести за 2 миллиона дирхам. На сегодняшний день 50. Ну, как бы кому нужна крипта? Вот у меня когда вопросы есть какие-то с ребятами, кто еще криптой занимается, и вот эти иксы пытаются поймать. Или я где-то для себя рисую какие-то эфемерные вещи, что окей, я могу там портфель какой-то в крипто сформировать, вот так разложить. Я понимаю, что на самом деле это не надо. На самом деле, если ты будешь шире смотреть, и вот что является бичом в этой во всей истории, это наличие должного капитала, когда ты эксперт в каком-то продукте. Вот в принципе здесь понятно, каким образом эта экспертиза рождается на сегодняшний день, да, понятно, в какие активы можно было бы заходить, куда реально инвестировать, и в долгосроке это вообще беспроигрышная ситуация. Виллы на Пальм-Джумере, 2004 год, 3,5 миллиона дирхам за виллу, 57 миллионов, они недавно вот все продаются, 55, 57, 60. 60% годовых. Если ты мог себе позволить 20 лет посидеть без этих денежных средств, да, и подождать. Ну, я думаю, у нас с тобой вот возможности вот так шагать на сегодняшний день нет. Да, вот в прямом смысле слова, потому что я на самом деле всегда все, что у меня есть, я куда-то быстро пытаюсь инвестировать, реинвестировать, вложить в какие-то новые направления. Процессы. Да, у меня появляется, ну, опять же, то же самое IT, да, прекрасно знаешь, сколько это съедает времени, денег, формирования команды, каких-то процессов, дев и так далее. То есть вот я всегда вот куда-то. То есть мне не нужно там золото положить, чтобы лежало, грелось, там мне не нужно там вот, даже, наверное, в каком-то смысле квартиры или там еще что-то, круто, хотя что у меня ты есть идешь в недвижимость. сторону создания
именно пользы, да, улучшения. И чаще всего, ну, то есть инвестиции и создание, ну, предпринимательства, да, то, чем ты занимаешься, это, ну, абсолютно разные вещи. Но третий продукт, рожденный из этого, да, это на основе предпринимательства создать свой фонд, да, который сможет помогать обществу, то есть зарабатывать на твоих знаниях, по сути, да, на собранной твоей команде. Тут на самом деле две вещи. Первая, которая меня интересует с определенного количества, с определенного, вернее, момента времени, меня интересуют бизнесы и компании, которыми потенциально могли бы заниматься дети. Это, наверное, основная какая-то составляющая, которая на сегодняшний день в моей голове присутствует. И тут лучше, чем ты сам себе посоветовав, ну, ты не посоветуешь детям. У меня в голове вот две вещи, с которыми я так или иначе связан по жизни. Одна – это недвижимость, вторая – это IT. IT, я не скажу, что я какой-то мегапрофессионал, но я очень хорошо и критически понимаю в том, как формируются IT-продукты и где составляющие успеха. Единственное, я на этом поприще еще как бы с командами по-серьезному не играл. И у меня есть ряд ребят, которые действительно играют по-серьезному в этом ключе. И мне супер интересно какие-то коллаборации в этом направлении сейчас и развитие в этом ключе. Инвестиции в недвижимость, так как они тоже по жизни были, и понятно, каким образом это все рождается, и это, я говорю, понятный актив, который в долгосроке вообще беспроигрышный, вот с этой стороны я еще смотрю на него. Угу. И, наверное, и то, и другое ремесло, которому можно было бы обучить и детей, да, и сформировать им какой-то образ жизни. Потому что, будь то инвестиции, будь то IT, в IT, наверное, это больше процессы, и, опять же, бизнесовое видение, в инвестициях все то же самое. Какое-то чутье, понимание, принятие определенных понятных для тебя рисков. В принципе, и то, и другое, как бы, ну, любому, наверное, человеку в этом мире очень легко может быть понятно завтра, если его правильно как бы обучать, и с определенного уровня интеллекта он сможет управлять такими активами, как бы, и развивать. Круто. А сколько у тебя детей сейчас, Антон? Двое. У меня 5 и 10 лет, девочке 5, мальчику 10. Ходят в школу здесь, занимаются, IB-система. Я пока не оценил. Я не знаю, как бы, что хорошо, что плохо. Единственное, знаю, что для них хорошо. Им мега комфортно. IB-школы, ты по кругу проходишь там 3-4 года, ты можешь проходить по кругу какой-то предмет или какую-то тему в этом предмете, и чуть-чуть она там с каждым годом усложняется, но тема одна и та же. И это мега классно. Знаешь, если ты, я не знаю, «Войну и мир» читал в 6-м, там, 7-м классе, то я, например, там нет, да, и я думаю, кто-то еще нет. А вот потом в какой-то момент времени тебя вдруг озарило. Потому что, вот, да, ребята в футбол не позвали тебя во двор играть. Я считаю, вот это в детстве крайне важно. То есть дать возможность в какой-то момент поймать, ни в коем случае не перелистнуть книгу для них. Вот оставить ее открытой. Перелистывай ты сколько надо. И если нет, мы сами еще перелистаем и тебе покажем. Вот этот подход в образовании, то, что мне понравилось в IB-системе. Мега здорово. И знаешь, учителя, которые там, или директора школы, которые там разгоняются по полу мраморному, да, скользит на своих там туфлях и подвозит тебе ребенку сертификат, да, и вручает его на большом форуме, где вся школа присутствует. Это происходит там еженедельно, там, или раз в месяц они это делают. Блин, ну здорово. То есть для меня учитель совершенно другой в нашей школе это такое, ну, это очень хорошие, вот в моем случае были женщины пожилого возраста, такие достаточно строгие, ну, которых ты немного побаивался всегда ввиду должности. Тут вот как-то они как-то это все приближают, становятся какими-то друзьями. Тоже хорошая история. Подход. Да, я думаю, и у нас то же самое как бы ждет завтра, послезавтра. Слушай, круто. Ну, с точки зрения детей, тогда становится понятно, что старшая, да, у тебя будет заниматься, получается. Старший. Да. С точки зрения детей, получается, понятно, что старший сын будет, получается, ну, кто-то на калькуляторе, кто-то с микрофоном, кто-то, знаешь, там, кто-то будет заниматься непосредственно любимая операционкой. дочь будет управлять активами. Возможно, так. Я буду очень счастлив, если действительно, знаешь, вот я именно к этому и приду. Потому что на самом деле, когда мы меряем какими-то категориями, пытаемся бизнес построить вот в рамках, не знаю, много предпринимателей, много тех, кто в Инстаграме на эту тему вещает, они все закольцованы на себе. Они говорят про свой бизнес, они говорят про свои какие-то нововведения, про то, как, я не знаю, набирать персонал, заканчивая еще чем-то. Я не рассуждаю этими категориями. Я на самом деле меряю одной категории. Смогут ли дети этим заниматься? И
просуществует ли этот бизнес достаточно долгую какую-то историю, чтобы он был похож как на какую-то там семейную историю, да. Вот в этом я вижу какое-то предназначение. В том, как бизнес-процессы выстроить, так или иначе, там, и плюс-минус, на какой стадии развития находится компания, там, многие советы еще и не применишь никогда. То есть, ну, так уж, если со стороны смотреть. Поэтому я вот к этому менторству и всему тому, что с этим связано, отношусь так скептически. Ребят, ну, выстраивайте свой бизнес там. Кто занимается тупо своим бизнесом и как бы четко им занимается, у них нет времени там давать кому-то совет. Ну, честно. Ну, оно так. Если только это уже не вау, какая стадия, но на этой стадии тебя вообще никто не видит, ты где-то отдыхаешь, как бы куда-то плаваешь и, наверное, в космосе, прям в космосе. расслабляешь. В космосе, да. Или на Бали. Многие сейчас на Бали уехали. Или на Бали. Вот как-то так. Хорошо. Слушай, сегодня очень коротко, на самом деле, мы поговорили о твоем основной компании, деятельности, группы компаний Palladium. Будет круто, на самом деле, встретиться еще. Да, да, я с удовольствием. И обсудить планы на будущее. Вот, раскрыть тему, на самом деле, про бизнес-партнерство, да, и коммуникацию здесь, на локальном рынке. Затронул тему и недвижимости. Я думаю, многим будет, опять же, в свете того, что сегодня происходит, потому что я за true контент. Я за то, чтобы вот как бы как оно есть. Я бы на эту тему тоже очень интересно бы хотел пообщаться и как бы показать то, что мы видим со своей стороны. Я думаю, и ты здесь как бы подключился бы тоже, потому что ты тоже видишь огромное количество цифр, процессов, аналитики и вообще из чего весь этот рынок состоит. Поэтому можно, да, если хочешь, давай так и договоримся, и на следующей встрече обсудим вот эти вот вещи. Думаю, мы тогда интересно. Обещаем вам, что выйдет вторая серия, вот, и ждите тогда обновлений на нашем канале, вот, и мы благодарим сегодня Антона за то, что пришел к нам. Антон, еще раз основатель Palladium Group, да, то спасибо есть тебе еще большой, раз. Крутейший канал в Телеграме, так что мы оставим все ссылки на Антона, подписывайтесь и следите за аналитическими выводами команды, да, то есть всего у хорошего. Антона в канале. Спасибо. Да, спасибо.